Кто-нибудь заметил явное снижение качества и проработки сюжета в большей части эпизодов Рика и Морти? Как много филлеров нам дают сейчас? Насколько редко сейчас можно заметить какое-либо влияние на персонажей или вселенную мультсериала во время просмотра очередного эпизода? Здравствуйте! Много мнений сейчас можно увидеть на просторах интернета по поводу того, скатился ли Рик и Морти. Сериал, который был продлен уже до 12 сезона. Продлен, хотя главный идейный вдохновитель, основатель сериала, уже давно не работает над ним. Этот факт сильно приближает Рик и Морти к судьбе каких-нибудь Симпсонов, которые хотя бы изначально были просто очень крутым и интересным, но ситкомом. Скатиться в таком случае по большей части может только, наверное, качество юмора. Ну и потенциал персонажей Симпсонов, конечно, тоже не безграничен, поэтому продолжать бесконечно сериал в любом случае плохая идея. Но Рик и Морти отличается от многих других ситкомов. В Рике и Морти помимо юмора, абсурда, мета-иронии, космоса, крутых пушек и лазеров была идея. Была сквозная история с несколькими сюжетными линиями, которые раскрывались почти в каждом эпизоде. Нам постоянно рассказывали и показывали что-то новое, развивали сюжетных персонажей, дополняли вселенную мультсериала новыми деталями. Сейчас от этого остаются лишь огрызки, лежащие в куче посредственных, иногда хороших, филлеров. И, друзья, посмотрите, ухудшение качества обычной средней серии Рик и Морти сейчас настолько печально, что кто-то уже думает, мол, в первых сезонах все было так же плохо. Тот случай, когда люди привыкли к плохому и теперь думают, что это плохо было всегда. Сегодня я намерен таких людей переубедить. И чтобы доказать, что Рик и Морти даже близко не был ситкомом в обычном его представлении, но сделать это конкретно и ясно, сейчас мы пройдемся прямо по всем эпизодам нашего мультсериала, оценив вклад каждого из них в развитие персонажей или общий сюжет мультсериала. Начинайте считать количество филлеров в первых и последних сезонах. Самый первый эпизод мультсериала. Рик совсем недавно вернулся к Бет, своей дочери, которая уже давно живет со своей семьей с устоявшимися ролями внутри нее. Потому наш дедушка чувствует себя не совсем уверенно в кругу Смитов. Джерри отчитывает его за то, что из-за Рика Морти прогуливает школу и не досыпает. Джерри хочет сдать Рика в дом престарелых. В общем, здесь мы видим нашего зятя, который все еще думает, что его слово чего-то стоит в этой семье. И пока что это действительно так. Теперь вспомним. Сейчас ведь Джерри совсем не такой, и даже в какой-то степени боится Рика, ведь дедушка давно подавил волю своего зятя и завоевал полноправное место почти главы в семье Смитов. И это становление было постепенным, оно было проработанным. Однако увидим мы его чуть позже. Сейчас же нашему Рику приходится выкручиваться, чтобы родители Морти позволили ему и дальше проводить время вместе с дедушкой. Помимо отношений между Риком и Морти, в первом эпизоде нам раскрывают отношения между Джерри и Бет. Показывают, что Джерри ревнивый и жалкий. Любыми способами он пытается оставить за собой влияние на свою жену, власть в доме своей семьи. И чем больше в будущем он будет проходить через испытания, подготовленные ему мультивселенной, инопланетянами, изобретениями всяких сумасшедших ученых, тем сильнее он будет понимать всю свою никчемность на фоне хотя бы нашего дедушки, а иногда даже на фоне собственных детей, которые будут взрослеть и видеть, кем на самом деле является их папа. Второй эпизод первого сезона не сказать, что очень сильно повлиял на развитие персонажей или общий сюжет, однако здесь имеется прямая связь с предыдущим эпизодом, в котором у Морти проблемы с математикой. В этой же серии наши герои решают эту проблему посредством внедрения идеи в голову учителя через сны во сне ставить Морти только пятерки по математике. Третий эпизод вновь дополняет общую картину мира произведения появлением родителей Джерри, приехавших в дом Смитов на празднование Рождества. Оказывается, мать Джерри завела любовника, а его отец... Я наблюдаю за ними, иногда сидя на стуле, а иногда из кладовки, и почти всегда я переодеваюсь Суперменом. В общем, очередной удар по психике нашего зятя. Можем заметить, как уже третью серию подряд Джерри становится чуть ли не еще одним главным героем, помимо Рика и Морти. В предыдущей серии, например, именно из-за него началось восстание поумневших псов. Да, и это происходит уже третью серию подряд, потому что в этом сезоне у эпизодов есть общая концепция. Удивительно, не так ли? Также мы знакомимся здесь с Итаном, парнем Саммер, который дальше в сериале тоже появится.
Симуляция в симуляции в симуляции. Серия про то, насколько Рика не любят в мультивселенной и как все хотят заполучить его секретный рецепт концентрированной темной материи. В будущем мы не раз будем наблюдать за тем, как много значит имя Рика Санчес на просторах бескрайнего космоса. То, что ум нашего дедушки желанный многими ресурс, не шуточка на один эпизод, а работающая в сериале до сих пор концепция, развивающая наше представление о персонаже. Заметьте же, мы не исследуем рандомные грани наших героев или места в мультивселенной, как это происходит в мульте сейчас, а наслаиваем новую информацию на уже имеющиеся так, что это все создает одну большую историю Рика и Морти. Ну и, конечно, в этом эпизоде великолепно раскрывается вся суть персонажа Джерри, человека, прожившего в самой слабо работающей и очевидной для всех симуляции лучший день в своей жизни, даже не заподозрив ни малейшего подвоха. 5-й эпизод первого сезона прекрасен. Миссиксы. Сейчас они полностью раскроют подноготную Бет как персонажа, отложившего свою лучшую жизнь ради совместных с Джерри детей. В какой-то момент разговора с Миссиксом дочь Рика понимает, чтобы стать счастливой, она должна расстаться со своим мужем, заняться наконец собой, ведь ранее она отдавала всю себя семье. Ну а самого Джерри нам покажут сначала как умственно отсталого, создающего кучу проблем для себя и жены, а после решающего эти проблемы. За счет чего Бет остывает, понимает, что все еще почему-то любит Джерри, и расторжение их брака откладывается. Но в любом случае, то, что мы видим здесь, первый шаг к пониманию отношений между родителями Морти и первый шаг к кризису этих отношений. Также, на удивление всех любителей филлерных приключений Рика и Морти, вторая сюжетная линия эпизода, в которой дед и внук попадают в фэнтези-мир, тоже влияет на общий сюжет сериала. Морти устал от того, что не имеет права на мнение в похождениях со своим дедом, потому впервые получает возможность выбрать, куда отправятся наши герои. Из чего следуют определенные события, хорошие и не очень, а также теперь каждое 10-е приключение Морти будет главным в дуэте с дедушкой. Про 6-й эпизод говорить нечего. И не потому, что он филлерный, а потому, что он полностью сюжетный. Рик и Морти угробили свою планету, оставили свою семью наедине с Кроненбергами, а сами улетели в другую вселенную, где все хорошо и их альтернативные версии мертвы. Трупы же их наши друзья закопали на заднем дворе. К слову, в родной дом нашего Морти мы еще не раз вернемся, да и тот факт, что теперь наш пацаненок живет среди не своих родных из своей вселенной, будет важной частью истории. Ну и, конечно, парочка моментов, раскрывающих отношения между Джерри и Бет, здесь тоже есть. Бет, ты все еще меня любишь? Что это за вопрос такой? Ну, да или нет? Джерри, ты хочешь, чтобы у бездомных были дома? Да. А ты будешь их строить? Нет. Тогда что хорошего было в ответе «да»? 7-й эпизод. Газор-позор. Морти стал родителем, а Рик и Саммер отправились на планету, где женщины правят мужчинами. Казалось бы, филлерная серия, однако нет. Здесь мы наблюдаем за взрослением Морти. Авторы заставили пройти своего героя через испытание под названием «Воспитание ребенка», попутно раскрывая его детские травмы, заработанные благодаря родителям. К тому же, этот сын Морти в будущем еще появится в сериале. Эпизод номер 8. Межпространственное телевидение. О, ну тут точно не будет ничего особенного. Наши герои просто смотрят телек. Мы можем расслабиться и погрузиться в странные телешоу, транслируемые с разных уголков мультивселенной, вместе с нашими друзьями, не задумываясь о сюжете, да? К сожалению, для любителей принизить качество и проработанность первого сезона нет. Влияние на понимание героев, на общий сюжет сериала здесь колоссальное. Рик дает Смитам, не захотевшим смотреть межпространственное телевидение, устройство, позволяющее видеть жизнь себя из других вселенных. Это становится отличным способом порефлексировать о своей жизни для наших героев. И вот Джерри видит, что в альтернативной реальности он, не взяв в жены Бет, стал успешным актером, а его супруга видит, что, не выйдя замуж, она проводит хирургические операции не на лошадях, а на людях, как всегда и хотела. В общем, наши женатики узнают, насколько по-другому повернулась бы их жизнь без Саммер, без их первого общего ребенка. Ну, Морти, конечно, в таком случае тоже не было бы, но это детали. Помните, мы говорили, что Миссиксы в 5-м эпизоде раскрыли недовольство своей жизнью Бет, раскрыли то, что без брака она бы, возможно, прожила бы лучшую версию своей жизни. Так вот, сейчас мы видим полноценное развитие той мимолетной мысли. Вот он, настоящий сквозной сюжет в ситкоме. Нате, берите
Говорите, не стесняйтесь, скоро его будет еще больше. И еще, когда Саммер стала печальна из-за осознания того, что без нее жизнь ее родителей была бы лучше, Морти приходит к ней, чтобы утешить, и рассказывает о том, что он не ее родной брат, а всего лишь переселенец из другой вселенной. Чеховское ружье, заряженное событием из 6 серии, выстрелило. Вот и добрались мы, наверное, до единственного прям филлерного эпизода в первом сезоне. 9-я серия, рассказывающая про приключения Джерри и Морти на Плутоне и про Саммер с Риком, разбирающимися с дьяволом. Хотя, опять же, хоть эпизод и филлерный, он достаточно хорошо двигает отношения наших героев друг с другом. Показывает, что отец Морти хочет выглядеть хорошим родителем в его глазах, но при этом слишком глуп и в своем стремлении всем нравится очень упрям. В будущем мы это тоже увидим. Почти финал сезона. Не думаю, что здесь нужно что-то говорить, ибо 10-й эпизод первого сезона является полностью сюжетным. Злой Морти, Цитадель, короче, нечего тут объяснять, сами все знаете. Теперь и правда финал сезона. Родители Морти и Саммер уезжают в отпуск, а Рик устраивает масштабную вечеринку, так сказать, пока родителей нет дома. Приглашает всех своих друзей с разных галактик, ну и друзья наших внуков сюда тоже приходят. Здесь мы знакомимся с птичьей личностью, Тэмми, Сквончем, Шестеренкоголовым и многими другими. Также здесь мы видим начало романтических отношений между Птичем и Тэмми, которые сыграют огромную роль в будущем. В общем, однозначно сильно влияющий на общий сюжет эпизод. Начало 2-го сезона — прямое продолжение финала 1-го. Не по-ситкомовски как-то, да? В этом эпизоде нам показывают соперничество между Морти и Саммер за внимание дедушки. Показывают, что Рик на самом деле любит своих внуков, хотя до этого нам он казался безразличным ко всему сумасшедшим ученым. Плюс пока что здесь наш дедушка является по-настоящему сильным и уверенным в себе, хотя при этом не лишенным эмоций. Здесь он в смятении, а иногда мы видим его неподдельный страх. Однако дедушка перебарывает страх и всех спасает, в один момент будучи даже готовым пожертвовать самим собой ради спасения внука. Тем временем в одном из новых эпизодов Рик получает люлей от 2 малолеток и, нагадив себе в штаны, сидит плачет. Вот она, прогрессия персонажа, которую мы заслужили. Также в этой серии мы знакомимся с полицией времени. Они еще появятся в сериале. Ну и еще здесь развиваются отношения Джерри и Бет. Пока все вроде бы между ними хорошо, но авторы дают зрителю чувство, что это ненадолго. Следующий эпизод сразу начинается с добавления новых концепций во вселенную мультсериала. Мы узнаем о приюте для Джерри, где Рик всегда может оставить своего зятька, дабы тот не мешал их с Морти приключениям. Впервые посещаем Blips and Cheats, наикрутейшее место в мультивселенной. Помимо расширения мира сериала, этот эпизод немного двигает сюжет и развивает взаимоотношения между важными для истории персонажами. В порыве приключения с Шептуном наши друзья забегают к Шестеренкоголовому, который предает своего давнего друга и натравливает на Рика шестеренковую полицию. Ну, а все остальное в целом не особо важно для общего сюжета сериала, хоть и является очень интересным. Правда, еще один момент можно записать в развитие персонажа. Морти весь эпизод хотел спасти Шептуна, таинственный газ, поющий странные песенки и читающий мысли. Однако в конце эпизода наш пацаненок понимает, что совершил ошибку, и ему приходится убить того, кому все это время он испытывал сильную эмпатию. К Морти понемногу приходит взросление и понимание того, что добро не всегда радужное и, что парадоксально, доброе. Третий эпизод является почти полностью сюжетным. Появление Юнити, бывшей девушки нашего дедушки, реплики Рика про своего отца, попытка самоубийства, раскрытие философии ученого, раскрытие того, почему эта философия на самом деле лишь прикрытие слабости Рика, а также серьезное раскрытие того, насколько Джерри и Бет, мол, друг другу не подходят. В целом это было показано и в других эпизодах сериала, например, когда наши недовольные своей жизнью смотрели, какова их судьба была в других вселенных. Только в тот раз это пришло к мысли: да, мы не подходим друг к другу, но жить мы друг без друга тоже не можем. И подавалось это не как созависимые отношения двух несчастных людей, а вполне себе добрая сила любви. Сейчас мы смотрим на это немного с другой стороны. Вы ненавидите и себя, и друг друга! И мысль о том, что в этом виноват Рик, просто смехотворно! 4-й эпизод имеет несколько важных событий. Во-первых, Морти впервые, наверное, в сериале самостоятельно спас свою семью от опасности без помощи Рика. Он придумал, как побороть паразитов, создающих фальшивые воспоминания. Морти всегда зависел от Рика, ведь его дед умнее, сильнее и опытнее. Но в нем есть то, чего нет в Рике: молодость, максимализм, ну и, наверное, эмпатия. Эпизод раскрывает данную деталь, а еще вводит в сюжет жопосранчика, который станет
станет одним из лучших друзей Рика в будущем. Конечно, то, почему Сахур каким-то образом оказался не паразитом, а настоящим другом Смитов, нам до сих пор не раскрыли, но оставим участь разбираться в том, что даже сами создатели не продумывали, Содерлингу, и пойдем дальше. Кое-что важное случится уже совсем скоро. Следующая серия — это знакомство с президентом США версии Рика и Морти, легендарная «Давай шрифтанемся» и появление Ice-T. Замечаете, как много уже абсолютно новых персонажей нам ввели за это не особо длительное время, и при этом каждый из них будет появляться и дальше в сериале, и в новых сезонах тоже. Хотя, казалось бы, надо уже придумывать что-то новое, верно? Новых постоянных гостей мульта. Но нет, почему-то авторы часто выбирают держаться за старое, и часто выигрывают лишь за счет этого старого, а не благодаря чему-то новому, придуманному только ими. Ну да ладно. В этом эпизоде, помимо прочего, мы видим птичью личность, узнаем о развитии его отношений с Тэмми, что сыграет свою роль дальше. Шестая серия рассказывает о микровселенной, созданной ради того, чтобы питать летающую тарелку Рика энергией, и о микровселенной внутри этой микровселенной. В общем, интересная рекурсия, позволившая нашему умнейшему во вселенной ученому осознать, как высокомерно он часто выглядит со стороны. Возможно, благодаря этой истории Рик хотя бы на миг понял, что использовать целый разумный вид живых существ лишь ради своей выгоды не очень справедливо, хотя это в любом случае не заставило его отказаться от микровселенной внутри своей тарелки. К сожалению, не могу сказать, что данный эпизод напрямую сильно влияет на общий сюжет мультсериала, но он хотя бы немного дополняет мир произведения. Теперь мы знаем, как питается электричеством летающая тарелка Рика. Это успех. Ну и еще в этой серии неплохо помяли психологическое здоровье Саммер. Тоже немалый вклад в развитие персонажа. Согласны? Следующий эпизод, не побоюсь этого слова, гениален. Он гениально продолжает историю брака Джерри и Бет и гениально раскрывает их созависимые токсичные отношения. Хоть и абсурдно, но очень смешна и интересна идея сюжета этого эпизода, звучащая в моей голове как: человеческие семейные отношения двух уникальных личностей могут быть настолько безобразны, настолько неправильны, что даже самый лучший психолог во вселенной, используя передовое инопланетное оборудование, не смог им помочь. И да, в конце история Джерри и Бет приводит их к победе над своими вольными интерпретациями друг друга, олицетворенными двумя страшными монстрами, однако зерно нерешаемой проблемы брака Смитов все сильнее прорастает, что скоро приведет к вполне логичному развитию событий. Ну а вторая сюжетная линия эпизода тоже не оставила нас без важных для общей истории мульта концепций. Мы узнали об операции «Феникс», разработанной Риком для предотвращения собственной случайной смерти. В случае гибели дедушка просто переместился бы в тело одной из своих копий. Правда, ему пришлось отказаться от этой разработки из-за того, что другое тело могло затуманить его разум. Восьмой эпизод захотел добавить в наш эмоциональный фон еще больше жалости по отношению к Джерри. Хорошая серия, но, наверное, не более. Чего-то крайне важного для мультсериала здесь не произошло, но межпространственное телевидение было очень увлекательным. Ну и история с Джерри развивает отношение Смитов к нему. Еще раз показывает, насколько сильно наш парниша хочет всем понравиться, даже когда на него всем уже давно плевать. Так что, ладно. О нет, кажется, 9-я серия тоже почти филлер. Видимо, моя теория о том, что Рик и Морти не был ситкомом, не рабочая. Так, подождите, что это? Безработный Джерри весь день сидит дома наедине с дочерью, пытается наладить с ней контакт, завести разговор, выводит ее на чувство ностальгии о детстве, чтобы занять у нее пару сотен долларов. Вот оно. Уже несколько эпизодов подряд мы наблюдаем за унижениями Джерри. И это не просто так, уверяю вас. Все это уже скоро приобретет смысл. Ну и еще, благодаря приключениям Рика и Морти на планете с судной ночью, нам раскрывается вспыльчивость и жестокость подросткового сознания паренька в желтой футболке. Наш пацаненок на вид хоть и застенчив, нерешителен, внутри него сидит жесткий характер, который иногда имеет свойство выходить наружу. Наряду с отношениями Джерри и Бет, где-то на заднем плане развивалась романтика вокруг птичьей личности и Тэмми, за которыми мы иногда наблюдали. 10-й эпизод ознаменует свадьбу птицы и человека. Полностью сюжетная серия, раскрывающая тонну важных для вселенной мультсериала деталей. И про старую террористическую деятельность Рика, и про грамфламитов, семейные отношения Смитов, любовь дедушки к своим родным, самопожертвование ради них. В общем, смысла нет здесь долго разглагольствовать. Главное, что это сюжет, который на нас не просто так вывалили, а к которому нас заранее подготавливали на протяжении
протяжении нескольких эпизодов, познакомив с важными персонажами еще в первом сезоне, а после давая нам вкрапление информации о них на протяжении всех 2 сезонов. Начало 3-й части нашего сериала — прямое продолжение финала предыдущей, опять и снова. Также полностью сюжетный эпизод. Первое появление Прайм Рика, убившего жену и дочь нашего Рика, пусть и всего лишь в проекции воспоминаний дедушки, сычуанский соус, разгром цитадели и громфламитов, а также выстрелившее еще раз чеховское ружье. Закопанные трупы Рика и Морти на заднем дворе дома Смитов позволили нашим героям выбраться из владений громфламитов. Они попали во вселенную Кроненбергов, где мы увидели старую семью нашего Морти, а после их уже забрали в цитадель Риков. Ну и, конечно, самое важное — кульминация отношений Джерри и Бет и отношений Джерри и Рика. Зятек буквально с первого эпизода недолюбливал отца своей жены, пытался отправить его в дом престарелых, постоянно старался направить Бет против него, и сейчас, когда Рик вновь вернулся к своей семье после заточения в тюрьме, разобравшись со всеми своими проблемами, Джерри подумал: это мой шанс. Нужно сделать все, чтобы Рик наконец ушел из нашей семьи. Этот дед сейчас словно у меня на ладони. Ведь Бет только что сказала, что теперь не бросит меня ни за что. Ну, видимо, Рик исключение. Потому выбор между Джерри и своим отцом Бет сделала достаточно просто и быстро. Следующий эпизод почти прямо продолжает предыдущий. Смиты пытаются справиться с разводом родителей. Морти колотит всех направо и налево в постапокалипсисе, а Саммер заводит интрижку в постапокалипсисе. Все для того, чтобы отвлечься от семейных проблем. Очевидно, эпизод в концепте и важен для сюжета. 3-я серия — опять семейные разборки. Морти и Саммер в целом, как мы заметили, достаточно тяжело переносят уход отца из их дома, поэтому начинают вытворять всякие странные вещи в школе. Хотя, думаю, поведение детей не особо, возможно, поменялось, просто теперь из-за развода Смитов все что угодно происходящее с детьми можно приписать к семейному кризису. Ну да ладно. Из-за проблем со школой Смитам пришлось прийти на прием к семейному психологу, куда Рик совсем своим скептицизмом и нигилизмом, конечно, идти не хочет. Однако напрямую отказать он тоже не может, потому превращает себя в огурец. Синопсис эпизода получается очень смешным, кстати. Умнейший и якобы сильнейший духовно человек во вселенной лучше превратит себя в огурец, придумает, как ему начать ходить в таком обличии и в одиночку, убив кучу людей, разнесет целое здание русской мафии, чем хоть секунду пробудет в кабинете психолога. 3-й эпизод 3-го сезона показывает нам истинное отношение Бет к своему отцу. Она им восхищается, но при этом стремится быть на одном с ним уровне, потому свое восхищение никогда прямо не показывает. В общем, развитие семейных отношений — все, что мы видим в этом эпизоде. Хоть и прямо он на остальные не влияет, однако является продолжением концепции всего сезона. Концепции выяснения семейных отношений, кризиса в этих отношениях и, как следствие, взросления детишек. Следующий эпизод как раз об этом взрослении. Виндикаторы, супергерои вселенной Рика и Морти, позвали деда и внука помочь им в борьбе с суперзлодеем. Пацаненок в желтой футболке очень любит этих суперов. Ему жаль, что из-за сложного характера Рика Виндикаторы не особо рады компании наших друзей, им приходится быть в команде с Риком и Морти лишь ради победы над злом. Наш пацан наивен и ищет признание совсем не тех людей, питаясь грезами о том, что Виндикаторы хорошие парни. Скорее всего, Морти просто хочет думать, что они добрые, хотя на самом деле он понимает, что к чему. Не первый день все-таки снимается в научно-фантастическом жестоком мультсериале о путешествиях в космосе. Однако Рик в любом случае решил показать своему внуку все нутро супергероев. Может быть, этот эпизод можно назвать филлерным, но точно не на 100%. Ведь каждый удар по инфантильности Морти — это движение сюжета. Ну, а все остальное здесь интересно, круто и смешно, но историю особо не дополняет. Хотя Виндикаторы еще появятся в спин-оффе, засчитаем как расширение вселенной мультсериала. Как хорошо, что 5-й эпизод отмазывать от звания филлер мне не придется, ведь он рассказывает о первом приключении Джерри и Рика, которое просто прекрасно раскрывает натуру нашего зятька. Он хищник, притворяющийся жертвой, чтобы его пожалели и сделали все, что он хочет. Вышли за него замуж, любили его, приняли на работу. Короче, Джерри бессознательно манипулирует людьми. Ну, по крайней мере, так сказал Рик, и я ему верю. Ну а Саммер, тем временем, страдая от низкой самооценки, решила подправить немного свою фигуру. Однако переборщила. На помощь доченьке бежит любящая мама. Ну и братик.
Исследуется тема отношений Бет, привыкшей к тому, что ее дочь маленькая девочка, и уже взрослеющий Саммер, которая хочет нравиться мальчикам, а мама должна ей помочь понять то, что она действительно заслуживает этого, будучи такой, какая она есть. В общем, эпизод, полностью находящийся в концепте предыдущих, принимается. В 6-м эпизоде создатели придумали просто великолепную идею. Придумали, как наглядно и в лоб показать зрителям плохие и хорошие стороны своих персонажей, одновременно с этим вкинув мысль о серой морали, причем максимально лаконично. Наши герои отделили от себя всю токсичность их души, при этом отсекая лишь то, что сами подсознательно считают в себе токсичным. К слову, токсичная версия Рика — все, что мы любим в нашем дедушке. При этом адекватная его версия интересна только благодаря тому, что является противоположностью токсичной. А вот с Морти ситуация обратная. Лишенный своей несостоятельной стороны, он стал буквально волком с Уолл-стрит. Но, хоть эпизод и гениален, создал мем «Приключения на 20 минут вошли и вышли», сам он влияние на общий сюжет мультсериала несет немного. Заметили, да, что даже уже в 3-м сезоне начинают появляться эпизоды, которые почти не влияют на общий сюжет мультсериала. Чем дальше мы отходим от первых 2 сезонов, тем хуже. Однако при этом, я считаю, 3-й стоит почти на одном уровне со 2-м. Просто позволяет себе чуть больше. Например, позволяет себе на целый эпизод отвлечься от наших главных героев и переместить нас в цитадель Риков. Город с полноценной инфраструктурой, школами, заводами, полицейскими, правительством, выборами, политическими играми, населенный только лишь Риками и Морти из разных вселенных. Но, несмотря на то, что эпизод рассказывает нам не о наших героях, он является полностью сюжетным, ведь показывает нам историю злого Морти, а именно его становление президентом цитадели. Долго здесь останавливаться не будем, ибо если не уйдем, я просто буду бесконечно хвалить эту серию. Но скажу, что помимо развития истории злого Морти, эпизод рассказывает нам о разных Риках и Морти, раскрывает взаимоотношения между внуком и дедом, культивирует эти отношения во что-то огромное и абстрактное, то, что мы можем проецировать и на наших героев, замечая сходства и различия между ними и всеми остальными версиями Риков и Морти. Ну а также эта серия сильно дополняет вселенную мультсериала, рассказывая об устройстве жизни в цитадели. Что случилось? То же, что и всегда. Морти убивают Морти. Деда Рик! Я не хочу больше работать в цитадели! Я хочу жить как обычный ребенок! Хочу ходить в школу, бросать мяч и мастурбировать! Какого черта там стряслось? То же, что и всегда. Рики убивают Морти. Мозговыносяшки. Обожаю этот эпизод, ведь он очень смешной и насыщенный, однако его почти с полной уверенностью можно назвать филлером. Кроме знакомства зрителя с новой концепцией в мультсериале, а именно технологией стирания воспоминаний, он особо никак на сюжет не влияет. Да, произошедшая амнезия наших героев прекрасно дополнила наше понимание их отношений, но в конце эпизода Рик и Морти обо всем произошедшем с ними забывают, поэтому с точки зрения развития персонажей эпизод филлер. А вот мы, зрители, увидели и узнали здесь много чего нового о Смитах и Санчезе. Этот эпизод однозначно неоднозначен, так что давайте продолжать, ведь на очереди у нас очень интересные эпизоды. 9-я серия полностью сюжетная, рассказывает о Фрупиленде и дает нам много информации о детстве Бет, о ее отношении к отцу. Также в концовке эпизода авторы вешают на стену ружье, которое немного выстрелит в 10-м эпизоде, но по-настоящему выстрелит только в следующем сезоне. Рик предлагает своей дочке создать ее клона, чтобы та могла без зазрений совести улететь изучать вселенную, космос, другие галактики, стать наконец свободной и найти себя, не думая о своей семье. Что ответила Бет на это предложение, нам не показали. Но уже в следующем эпизоде мы увидим последствия того, что Рик вообще осмелился предложить такую авантюру своей дочке. Также параллельно с сюжетом о Фрупиленде, 9-й эпизод рассказывает об интрижке Джерри с инопланетянкой. Очевидно, что он ее использовал, чтобы, возможно, вызвать ревность бывшей жены, чтобы похвалиться перед детьми, показаться им крутым и принявшим развод с их матерью, хотя, очевидно, ничего он не принял и уж точно ничего не понял. 10-й эпизод, наконец, завершит сюжетную линию развода Джерри и Бет. Завершит тем, что они сойдутся. С самого первого эпизода нам показывали, как ужасны и губительны для наших героев эти отношения. Однако они все равно оставались вместе, держались друг за друга. Так было в первом сезоне,
но кризис, наступивший во втором, привел к разводу в третьем. И вот, на перепутье между третьим и четвертым сезоном, Бет возвращается к Джерри. Из-за Рика. Из-за Рика его дочь развелась, и из-за него же она вернулась к отцу своих детей. Бет подумала, что она клон. И, понимая, что теперь не может доверять Рику, пошла искать утешение к Джерри, пока ученый тем временем разбирался с президентом, участвовал, так сказать, в своем личном голливудском боевике. Эта сюжетная линия, кстати, тоже не филлерная, и президент больше, чем просто эпизодический персонаж, однако сегодня для нас он не особо важен. По итогу, Рик убеждает нашу Бет, что она не клон, и что он не хотел ее убивать. Зачем ты вернулась к Джерри, боже мой? Но сейчас это уже не имеет значения. Любовь к Джерри восстановлена, и по крайней мере пока откату не подлежит. А жаль. Жаль, что теперь, разобрав первые 3 сезона мультсериала, нужно переходить к следующим. Ну что же, приступим. Я справлюсь с проверкой новых сезонов на филлерность за несколько секунд. Почти филлер, не считая того, что Рика унижают, заставляя отпрашивать Морти на участие в приключении, прямо как в первом сезоне, из-за того, что после ситуации с якобы клонированной Бет и возвращением Джерри в семью, Рик имеет немного меньше влияния на свою дочь. Неблагодарная. Почти филлер, кроме одной сцены, в которой над Риком подшучивают. Филлер, если не считать увольнения же постранчика с работы, это повлияет на его личную историю, которая будет развиваться за кадром. Филлер. Почти филлер. Несколько часов висящий в воздухе из-за своей никчемности и боязни признать свою никчемность перед женой и Риком Джерри был хорош. Ультра-филлер. Филлер. Филлер со всеми шансами быть не филлером, но почему-то Морти под конец эпизода забывает даже о своей невероятной любви, с которой он провел длительное время и много чего пережил, и так о ней не вспомнил до сих пор. Семейные отношения. Отношения с Бет. Хороший эпизод. Влияние на сюжет большое. Полностью сюжетный эпизод. Не филлер. Упоминание Дайен, мертвой жены Рика. Развитие отношений Морти с Джессикой. Появление нового персонажа. Филлер, кроме маленькой сценки в конце. Полуфиллер. По сути, отношения с Планетиной должны были сильно повлиять на Морти, это бы отразилось на его действиях в будущем, но нет, не отразилось. Мерзость, то есть почти филлер. Ребенок инцеста Морти и Саммер еще появится в сериале. Полуфиллер. Явного влияния на общий сюжет не наблюдается, но отношения персонажей немного развиваются. Плюс раскрыли разум летающей тарелки Рика. Жаль, что пока это больше ни разу не внесло ничего полезного в сюжет, ну ладно. Филлер. Типа развития семейных отношений между Смитами, ладно, скажем, что полуфиллер. Плюс появление ребенка инцеста. Полностью сюжетный прекрасный эпизод, раскрывающий тонну лора. Типа не филлер, но почему-то по итогу ни к чему не приведший. Кризис отношений между Морти и Риком такой, который нам показали здесь, так и останется лишь в этом эпизоде, и как остаточный материал на минуту появится в следующем. Сюжет. Филлер, но раскрывает отношения между Риком и Морти. Сюжет. Происходят важные для Смитов события, связанные с любовью между двумя Бет. Филлер, но показали сближение Рика и Джерри. Почти сюжетный эпизод. Получше раскрыли характер Рика, динозавры больше не появятся, хотя не факт, может когда-то еще мы их увидим, но они повлияли на починку межпространственных перемещений. Филлер. Почти сюжет. Раскрыли Рика. Нового Рика, неравнодушного и доброго, того, который теперь даже не боится ходить к психологу. Филлер. Сюжет. Однако для финала сезона слабовато. Даже концовка 3-го сезона, которая, казалось бы, тоже не была особо сильной, содержала в себе уникальную и очень зрелищную битву с президентом. А здесь, ну уж совсем атмосфера просто обычного эпизода из середины сезона. Куча сюжетных персонажей, соединенных для филлерного эпизода. Назвал бы я это так. Но ладно, хоть сюжет не особо здесь двигается, нам раскрывают, как дела у Птича с его дочуркой, что случилось с жопостранчиком после увольнения в 3-м эпизоде 4-го сезона и так далее. Почти филлер, но очень интересно раскрывает отношения Джерри и Рика. Еще бы это на что-нибудь влияло, а не заканчивалось ситкомовским возвращением на исходную в конце эпизода, было бы вообще прекрасно. Ну ладно, кое-какие последствия слияния разумов Рика и Джерри есть. Воспоминание о молодом Рике из головы нашего дедушки перебралось к Джерри, что сыграет свою роль в следующем сезоне. Сюжет. Появление Юнити, отношения с президентом, с психологом. Зачет. Хороший, но филлер. Сюжет. Филлер на уровне с мозговыносяшками, только здесь герои в конце серии не забывают все произошедшее, так что, наверное, даже чуть лучше. Филлер. Сюжетка Ice-T. Если он еще появится в сюжете и будет хоть немного важным в нем персонажем, засчитаем как важный эпизод. Если же нет, филлер. Да еще и довольно посредственный. Филлер. Финал 7-го сезона. Казалось бы, должен быть полностью сюжетный эпизод. Правда, это филлер. Да, раскрывающий нам много чего и показывающий тоже, но лишь через призму страхов Морти он нам что-то показывает. На самом деле в этом эпизоде ничего не происходит. Можно лишь сказать, что этот эпизод рассказывает о Морти. Поэтому, ладно, не филлер. Полуфиллер. Да, я это сделал.
Ну, вернее, сделал, но не полностью. На данный момент остался лишь 8-й сезон, однако его разбор я оставлю на следующее видео. Подпишитесь на YouTube, на телеграм-канал, и все будет. Будет очень скоро. По итогу скажу так. Видно, что через первые сезоны, помимо основной сюжетной линии, проходит еще куча мелких, которые влияют друг на друга и завязываются вокруг сюжетных персонажей мультсериала, развивают их отношения и дополняют вселенную. В то же время последующие сезоны, ну уж слишком часто позволяют себе делать просто приключения ради приключений, не влияющие практически ни на что и не показывающие почти ничего нового для понимания вселенной Рика и Морти. Если заметили какие-то нестыковки в моих размышлениях или просто не согласны с моим мнением, жду в комментариях. Все читаю, почти на все отвечаю. И, конечно, отправляйтесь в телеграм-канал. Место, где уже давно обсуждалась и тема этого видео, и будущего, и по каждой серии нового сезона Рик и Морти там уже лежат посты. Лучше зайдите, я серьезно. Ну, а мне еще есть что сказать, но лучше в следующий раз.